Всем привет, друзья! С вами снова Александр Лазарев и Дикая жизнь. И в этом выпуске я хочу опять поговорить про зимние костры. В прошлых выпусках я уже говорил, почему не всякий костер можно разжигать зимой на снегу, но на тот случай, если вдруг вы пропустили или еще не в курсе по каким-то причинам, я поясню снова. Дело в том, что если обычный, привычный нам костер, например, шалашик, колодец или еще что-то в таком духе разжечь на снегу, то тогда от жара, от углей, падающих с костра, снег будет топиться, и прямо под вашим костром появится яма. Костер окажется в яме, причем глубина ее может быть довольно большой, это может быть и в пол человеческого роста, и даже глубже. Поэтому зимой возникает необходимость сжечь особые костры, которые могут гореть на снегу и никуда не проваливаться. Итак, в сегодняшнем выпуске речь пойдет про костер, который называется охотничье корыто. Этот костер предки наши жгли в течение многих веков. И костер этот довольно интуитивно понятный, логичный, и я думаю, что каждый мальчишка этот костер в том или ином варианте уже сжег в своей жизни. Но вот само название охотничье корыто и некоторые очень важные моменты того, как костер можно сложить и использовать, я почерпнул на канале, широко известном в узких кругах, Максима Медведева. Костер этот относится к экстремальным, то есть можно его организовать, не имея ни топора, ни пилы, ни ножа. Все бревна для него можно найти либо лежащие в лесу, либо завалить какую-то сушину со сгнившими корнями и использовать ее. Итак, для костра я собираюсь сейчас найти несколько прямых сосновых стволов. Поехали! Постараюсь добыть их голыми руками, просто расшатав и повалив деревья. Но поскольку у меня сейчас ситуация не экстремальная, я взял с собой пилу, если что, отпилю. Я думаю, что это дерево мне вполне сгодится. Попробую его завалить руками. Но, друзья, здесь важный есть такой нюанс, важно соблюдать осторожность. Когда люди раскачивают сухие деревья, верхушка начинает очень прям интенсивно трястись, но верхушка, мы понимаем, она сухая. И от вот этих резких амплитудных движений конец верхушки может отвалиться. Она упадет вам на голову. Я несколько раз получал так по голове, удовольствие сомнительное. Поэтому нужно здесь соблюдать предельную осторожность. Итак, пробуем. Итак, я приготовил все для костра, завалил какое-то количество деревьев, осучковал и сложил вот в такой штабель. Вообще можно использовать прямо целые деревья, хоть по 10 метров, хоть по сколько. Тогда у вас получится очень длинный костер, который может потихоньку гореть от одного конца до другого хоть сутки. Но у меня нет задачи сейчас выживать всю ночь, и моя задача просто продемонстрировать такой вид костра. Поэтому я вот эти деревья напилил примерно на 3-метровые хлысты и сложил их. Ну, это мне немножко сэкономило времени и сэкономило стоящие вокруг сушины. Я укладываю дрова в штабель так, что в нижнем ряду вот этих жердей больше, в следующем ряду чуть меньше и так далее, и так далее. То есть получается в сечении что-то вроде треугольника или трапеции. Обратите внимание, друзья, вот этот штабель не разваливается. Жерди просто уложены, никак не связаны, сбоку не забиты никакие колышки, чтобы все это не развалилось. Остатки сучков у этих жердей между собой сцепляются, и это не дает жердям разваливаться в сторону. Обратите внимание, как я сделал торец костра.
Самый первый ряд у меня выдвинут, и он образует определенную площадочку. Костер дальше убран назад, и вот эти бревна, они с каждым следующим рядом выдвигаются снова в эту сторону и образуют такой карниз, который нависает над площадкой. Зачем это нужно? Я здесь на площадке разведу небольшой костерок. Сама площадка не даст ему провалиться в снег, а бревна, которые нависают карнизом, будут от костра запаливаться, ну и через это у меня весь костер быстрее загорится. Сам костерок для растопки я буду делать из тех веточек, которые были на вот этих же сушинах, которые сейчас образуют костер. Раньше эти сушины были стоячими, у них веточки, торчащие в стороны, были высоко над землей, и они прекрасно сохнут в таком состоянии. То есть они сухие и загорятся просто как порох. Это моментально даст мне нужный жар, даст какое-то количество углей, и это поможет разжечь основной костер. Так что, друзья, я пошел наламывать эти веточки, подкладывать хворост и зажигать весь костер целиком. Все, друзья, растопка готова. Сейчас буду запаливать. Я заложил еще внутрь между крупными жердинами какое-то количество хвороста, для того, чтобы костер занялся быстрее. Вот, я засекаю время, зажигаю, и теперь мы посмотрим, как себя будет костер вести в течение какого-то времени. Погнали!
Друзья, как вы видите, костер потихоньку разгорается. Огонь идет вглубь вот этого штабеля, продвинулся уже на какое-то расстояние, ну и будет двигаться дальше. Внутри начинают появляться мощные угли. Угли потихоньку будут, конечно, со временем просачиваться в щели бревен на первом ярусе, будут топить снег под собой, но костер сам останется на месте, он в яму снежную не провалится, потому что вот эти жерди очень длинные, и даже если непосредственно под костром будет яма, все равно сам вот этот огонь будет нависать над ямой. Он никуда провалиться не сможет физически. Друзья, прошло около получаса, за это время прогорело порядка 60 сантиметров длины костра. Когда прогорел внутри хворост, пламя стало такое невысокое, ровненькое, но оттуда идет очень сильный жар. Я прям с трудом держу руки, обжигает. Друзья, прошло сейчас чуть меньше часа и загорелся метр костра. Но метр костра именно загорелся, а не прогорел. То есть здесь еще есть довольно крупные бревна, которые дают могучие угли, которые будут еще прогорать довольно длительное время. Вот, если у меня, например, задача стоит этот костер как-то подэкономить так, чтобы его хватило на всю ночь, например, или на какое-то длительное время, мне не нужно, чтобы огонь сдвигался дальше. Мне вполне сейчас хватит тех углей, которые уже есть. Поэтому огонь можно замедлить. А для этого я в то место, где у нас граница горящих бревен и не горящих, могу насыпать снега. То есть здесь я искусственно костер торможу. Я не даю пламени идти дальше. Все, сделали здесь такую искусственную границу, через которую пока что снег не пройдет. Но можно не переживать, что мы костер затушим, потому что здесь угли настолько мощные, жар такой сильный, что снег все равно будет растоплен, влага это испарится, огонь пройдет дальше, да, но будет замедлен. Здесь, конечно же, надо не перестараться. Ну и если вы положите снега меньше, чем хочется, ну, всегда можно подкинуть еще. Итак, пока что даем гореть только вот этому метру, пускай он преобразуется в угли, и посмотрим, что будет дальше. Еще, друзья, если изначально вот эти штабеля дров сложить таким образом, чтобы сверху было не одно бревно, а 2 или 3, то они смогут образовать такую горизонтальную поверхность, на которой можно ставить котелки, сковородки, чайники. У вас получится своеобразная варочная панель. Довольно удобно. И еще что удобно, этот костер дает очень мощный жар, который идет в стороны. Но с той стороны, где у вас еще не горящие дрова, можно довольно спокойно подходить. Здесь не жарко, и можно отсюда посуду ставить. Причем силу жара можно регулировать под вашей посудой. Поставите котелок чуть дальше, жар будет сильнее. Пододвинете его на границу между горящими и негорящими дровами, то жар вы тем самым ослабите, и за счет этого можно гибко регулировать температуру, чтобы готовить более изысканные блюда. Вот, друзья, вы видите сейчас яму в снегу. Здесь у нас снега немного. И, в принципе, костер можно было бы развести любой. Он прогорел бы, выжег бы снег до земли. Ну, ничего страшного. Но, в принципе, вы видите, яма есть, а костер сам туда не проваливается. Он висит как консоль. Итак, прошло чуть больше 1,5 часов с момента розжига костра. Здесь все прогорело. Огонь пошел дальше. То есть тот снег, что я сюда положил, растаял. Влага это испарилась, все высохло, огонь идет дальше спокойно. Ну, вот эти комли, которые остались с того конца и не прогорели, чтобы не пропадали, я положил сверху. Вот, а пламя идет дальше. И вы можете довольно гибко регулировать время горения костра. Если вы хотите растянуть его, вы можете тушить его не через метр, а хоть каждые полметра. И таким образом метр древесины может гореть там и 2 часа, и больше. И, соответственно, костра из целых вот этих холстов деревьев по 10 метров может вам хватить на всю ночь точно, может быть даже на сутки. И еще нюанс, кстати, друзья. Ну, понятно, что чем
толще бревна, тем костер будет гореть дольше. И чем меньше щелей между бревнами. И я все-таки оставил довольно большие вот эти вот сучки, которые торчат во все стороны. И это не дает мне сложить бревна прям плотно друг к другу. Ну, поэтому больше щелей, больше приток воздуха, быстрее идет горение. Вот такой вот костер охотничья корыто, друзья. Горит прекрасно, жар дает очень сильный, на нем можно и готовить, сушить одежду. Единственное, что у такого костра, наверное, будет тяжело спать, потому что он перемещается, и вам придется просто вашу лежанку как-то передвигать вместе с тем, как идет огонь. Это неудобно. То есть та же все-таки надья, она горит в одном месте, и ее хватает надолго. Костер этот очень хорош, когда у вас нет возможности напилить вот такие бревна, как для надьи. При этом костер дает сопоставимый жар. И еще этот костер очень экономичный с точки зрения расхода ваших сил. То есть, да, свалить 10 деревьев, притащить в одно место, сучковать — это труд. У вас может уйти на это какое-то время, может быть даже час. Но когда вы это сделаете, вы можете полить его хоть сутки. И за это время вам не нужно ничего больше рубить, пилить, таскать и подкладывать. То есть из этих соображений костер уникальный. Сегодня мы рассказывали про костер охотничья корыто. Если вам понравился костер, понравился выпуск, тогда ставь лайк и делись этим видео с друзьями, чтобы как можно больше людей его посмотрело. Это, говорят, очень важно для алгоритмов YouTube, для продвижения видео. Мы стараемся снимать хороший контент, и нам, конечно же, очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей его посмотрело. Так что, если у тебя есть такое душевное побуждение, поддержи нас в этом и помоги продвинуть хороший контент. Ну что же, а на сегодня все. С вами была Дикая Жизнь и Александр Лазарев. До новых встреч, друзья!